Привет, девчонки! Сейчас я вам расскажу про 5 самых нужных насадок для кремовой флористики. И не только расскажу, но и покажу, как ими делать цветы. Посмотри этот обзор и напиши в комментариях, какая насадка у тебя самая незаменимая. Первая насадка, которая у вас должна обязательно быть, это 124К. Это достаточно узкая насадка, прямая, из нее можно сделать любые розы, любые ранункулусы, любые цветочки с прямыми круглыми лепестками. Это могут быть цветы, похожие на розы, на ранункулусы, но что-то среднее, с пушистой серединкой. Это могут быть маленькие и большие лепестки. Очень нужная, классная насадка. Из нее также можно сделать плоские цветы, типа анимоны японской или мака. Вторая насадка, которая обязательно должна у вас быть, это 122 или 123. Это изогнутый лепесток. Загнута она обычно на час дня. Не перепутайте, не приобретите насадку в другую сторону загнутой. Этой насадкой вы можете сделать пионы, круглые бутоны, прямые плоские цветы с более изогнутым лепестком. Также из этой насадки делается тюльпан. Насадка хризантема. Она обычно под номерами 79, 80 и 81. Отличается друг от друга размером. Этой насадочкой вы можете сделать хризантемы любого размера, любого вида и также шарообразную хризантему. Насадка лист розы или насадка листик. Вы можете выбрать любую из них для того, чтобы сделать листву уже непосредственно сразу на торте, на который вы уложили цветы. Они отличаются размером и по форме. Из насадки лист розы более округлые лепестки, из насадки листик более курчавые лепестки. Насадка 104 обязательно должна у вас быть. С ней можно сделать ранункулусы. Это серединка для ранункулусов, серединка для пионов. Листва сразу делается, которая на цветке. И листва, которую можно заморозить и потом поставить на торт. Все эти насадки подойдут для всех видов кремов. И для масляного крем-глазурь, и для крема шантифлекс, и для фасолевой пасты, и для белково-заварного крема. Основные насадки нужно обязательно доработать. Вот посмотрите, насадочка 124К, она приходит с производства узкая. Для белкового крема это идеально. Для других кремов нужно ее немножко расширить. Насадочка 123 и 122, она приходит слишком широкая, и поэтому ее нужно заузить. Про дополнение и доработку насадок смотрите наше видео на нашем канале. Насадка 124К, белковый крем, делаем розу. Делаем розу с повторяющимися лепестками. Вот эти я делаю высокое основание. Вот она, тонкий лепесточек. Насадка тоненькая, поэтому получаются тонкие лепестки. Тонкие лепестки любят почти все крема. Вот у меня 3 лепестка. И я начинаю заворачивать эти лепестки. Такая у нас закрученная роза. Насадка 124К. Вот мы с вами сделали классическую розу с закрученными повторяющимися лепестками. Из белкового крема. Вот она, насадка 124К. Насадочка 104 основание для ранункулуса. Сам ранункулус я буду делать насадкой 124К. Вот посмотрите, 104 насадочка, она у нас используется и для зелени, и для основания ранункулуса. Я беру насадку 124К и делаю лепесточки ранункулусу. Этой же насадкой мы с вами делали розу с белковым кремом. Так, это у нас масляный крем-глазурь.
Насадка 124К, масляный крем-глазурь. Мы укладываем ранункулюс. И насадочкой 104, той самой, которой мы с вами делали основу для ранункулюса, делаем зелень. Ой. Оба этих цветка сделаны насадкой 124К. Делаем пион, насадка 123. Делаем основу. Берем насадочку 104, только уже в белковом креме. И также делаем серединку для цветка. Мы с вами делали для ранункулюса серединку из 104 насадки, а теперь делаем серединку для пиона. Вот посмотрите, чтобы сделать тычинки для пиона, я использовала просто пакет с дырочкой. Положила крем в пакет, сделала дырочку, и уже можно работать этим пакетиком. Продолжаем делать пион, насадка 123. Делаем небольшие лепестки и сверху закрываем более крупными лепестками. Берем насадку 104, из которой мы делали серединку, и делаем ею же зелень. Насадка 122 или 123. Насадка 79, 80 или 81. Это насадка хризантема. Делаем основание. Сделали основание, и теперь из пакетика с кремом делаем серединку. И делая лепесточки снизу, собираем хризантемку. Первые лепестки у нас поменьше. Точно такие же хризантемки получаются из любого другого крема с помощью этой насадки. Полностью универсальная насадка. Можно сделать хризантемки маленькие, можно большие, можно закрытые, можно открытые. Можно сделать хризантемки шаровидные. Если этой насадочкой двигаться немножко в другой технике. Также этой насадкой можно делать маленькие цветочки для разнообразия на торте. То есть маленькие цветочки очень хорошо украшают любые букеты, как в дополнение.
Посмотрите, как используются вот эти насадочки для зелени, которые мы добавляем зелень прямо на торте. Мы меняем просто насадку, да, мы ставим, например, вот лист розы. К цветочку подносим насадку, и из-под цветочка, нажимая на насадочку, у нас растет листик. Так мы закрываем какие-то места, где мы напортачили с цветами, или делаем как раз красивую декоративную листву в нужной нам форме и объеме. Это может и боковинка торта быть, это может быть серединка торта, это может быть листва разных цветов. Большие листики можно из нее сделать. Маленькие листики. Меняем насадку на другую насадочку, из которой можно сделать листики. 67-я насадка. Она тоже бывает разных размеров. Она бывает большая, огромная такая насадка, а бывает маленькая. Большие кружавчатые листочки из нее можно сделать. Маленькие вытянутые или маленькие кругленькие кружавчатые. «104-я насадка с масляным кремом. Мы можем ею сделать листву на отдельном пергаменте разной формы и эту листву заморозить. Потом замороженную листву снять и поставить на торт. Эта листва смотрится очень красиво, объемно и украшает любую композицию. Это 104-я насадка. Любым другим кремом из этой насадки мы можем сделать на торте, до того, как положить туда цветы, подготовку из листвы. Так, украшаем торт листвой и на нее уже, на эту листву, укладываем подготовленные цветы. Надеюсь, вам понравилось это видео. А в следующем видео я покажу вам обзор 4 кремов, из которых я делаю цветы. Я покажу вам в одном видео плюсы и минусы каждого крема. Удобно, правда? Спасибо вам за лайки и комментарии. Пока!